В предыдущей серии я купил себе нож премиум класса, выбирая в первую очередь по дизайну, без возможности пощупать руками перед покупкой. Но мое чутье меня подвело, и из-за толстого сведения клинка я не получил того качества реза, что хотел. Данный нож доставляет кучу удовольствий, как внешне, так и тактильно. Все детали обработаны по высокому классу. Эти фаски, скругления, идеальная симметрия – все в ноже отлично. Но только вот он плохо режет. Сразу хочу сказать, что нож покупал у официального дистрибьютора, как и второй Fox из стали N690. Для решения проблемы с резом я решил изменить спуски клинка. Конечно, это можно было сделать легко, обратиться к друзьям, и они бы на гриндере переспустили бы клинок. Но кем бы я был, если бы пошел по легкому пути? Для создания контента я решил собрать свое приспособление для этого, незначительно усовершенствовав свой апексообразный точильный станок. По заточке я тоже когда-нибудь сниму ролик, получу кучу гневных комментариев, но не сегодня. А в этом ролике я постоянно буду давать примерные цифры, так как мои измерительные приборы не вызывают у меня доверия, и сами цифры могут варьироваться по всей длине клинка. В общем, усредняя усредненное, даю абстрактные цифры, чтобы не растягивать ролик. Сам я мерил много, рисовал чертежи, схемы, многое из этого вообще не пригодилось. Итак, для начала нужно разобрать нож. Тут все просто, но без нюансов не обошлось. Монтаж ряда деталей в карбон был сделан иначе, чем я предполагал, и даже намного надежнее, чем я думал. А вот подшипники на керамические, как указано на многих сайтах, не очень похожи. Кто специалист, напишите в комментариях, что это. Разобрав нож, осматривая клинок, можно заметить значительный износ на клинке от шарика замка. На самом деле, даже как-то разочарован таким большим износом, ножу всего 1 год. Схематично изобразив клинок и сделав замеры, можно увидеть, что толщина спуска увеличивается пропорционально скруглению носика. 0,6 мм у основания клинка, что в принципе приемлемый результат. Но толщина ближе к носику доходит до 1,2 мм, что уже очень много и куда ближе к зубилу, чем к нормальному ножу. Это происходит из-за того, что ширина спуска резко сокращается, а толщина обуха уменьшается не так быстро. Замерив угол спуска, я получил результат в районе 3,6 градуса. Собственно, этот угол я и буду менять. Мой эталон классного сквозного реза – это Spyder Nations. У него широкий клинок, а сведение в районе 0,4-0,5 мм. Угол спуска у спайдерки незначительно варьируется в районе 2 градусов. В то же время, для того, чтобы сохранить толщину обуха и внешний вид клинка, угол надо не понижать, а повышать. Путем подбрасывания монетки было решено выбрать угол в 5 градусов. Создав основную кромку, я немного смягчил углы, в какой-то степени немного залинзовав спуск. Все мои манипуляции уменьшили вес клинка на 0,03 грамма. И по ширине кромки видно, где и что мешало хорошему резу. Удивительно, всего 1,5 градуса порешало. Это к вопросу о важности и точности станков. В конце концов я получил сведение в среднем на 0,15 меньше, чем оно было. При сборке ножа я проверил на магнит подшипники, они хорошо магнитятся. И решил, раз такое дело, без смазки здесь не обойтись. В сборке нож выполнен прекрасно, собирается легко, плотно и четко. Отрегулировав осевой винт, я получил хороший флип, а заточив нож с финишем натуральным камнем в 300 грит, я получил отличный рез. Пользуюсь ножом больше месяца, в основном нож нагружен открытием коробок и резкой этих же самых коробок. В плане удержания режущей кромки стало ощутимо лучше, и после большого объема работы нож все еще сохраняет остроту.
Конечно, сумасшествие делать все то, что я сделал с ножом такого ценового сегмента. Покупая такие ножи, я вообще не должен думать ни о чем, кроме удовольствий, когда плачу столько денег. Справедливости ради должен сказать, что такой же нож из стали N690, который я показывал в прошлом ролике, спущен тоньше. И еще в комментариях к моему прошлому видео мне писали, что скорее всего мне попался нож из первой партии, а сейчас таких проблем у этой модели уже нет. Проверить это мне проблематично, но хочется в это верить. Также в моей практике нередки были случаи, когда, получая партию ножей от одного известного отечественного бренда в сталях AUS-8 и D2, одни и те же модели были сведены по-разному, причем в стали D2 всегда немного потолще. Могу предположить, что происходит это из-за того, что ножи производятся на одних и тех же станках, с одними и теми же настройками, без учета твердости и износостойкости обрабатываемого материала. А может быть, это просто совпадение. Но в итоге я все равно получил практически то, что хотел изначально. Да, не обошлось без мелких косяков, лишних царапин и некоторой потери эстетичности в ноже. Но я всем этим занимался исключительно ради контента и делал все это в первый раз. Так что, думаю, лайка этот эксперимент заслуживает. Открытым остается для меня только два вопроса. Стоит ли сгладить спуски и уменьшить толщину клинка, или оставить геометрию так, как есть, так как эта странная геометрия дает хороший рез, который меня вполне устраивает в тех задачах, для которых я покупал этот нож. Второй вопрос. Клинку нужно новое финишное покрытие. Обрабатывать его в зеркало или в Stonewash я еще не решил. Как показала практика, сталь М390 намного тверже любых сталей, которые мне приходилось обрабатывать. Обработать клинок в зеркало будет непросто и, скорее всего, не быстро. В завершении хочу подытожить. Этим роликом я не ставил целью показать, что я что-то умею и что-то могу. Цель была просто продемонстрировать, что совсем незначительное изменение геометрии в 1,5 градуса может круто изменить ощущение от работы ножом. Что 0,1 мм сведения значит очень много. И хороший нож – это не крутой бренд или сталь, а в первую очередь точная геометрия. Точность и правильность геометрии в ножевом деле – это залог успеха. В эру высокоточных станков мы можем получить по-настоящему качественные ножи. Ну или нет. Тут все зависит от вас. Свое мнение вы, как всегда, можете оставить при себе или написать в комментариях. Не забываем, что каналу нужны подписчики, а ролику лайки. Также под роликом есть полезные ссылки, через которые вы можете поддержать канал.